Здравствуйте, мои дорогие. Чашечка очередная нам показывает кучу цифр. Их невероятно много, и я не знаю, имеет ли смысл вас запутывать этими цифрами. 57, 91. Связано с поездками, возможно, какие-то суммы. Так, машины, автомобили, пересадки с одного места в другое. Дороги. Это вот самое ближайшее. Так. Что у нас здесь? Семерочка идет. Приятная встреча может быть, кстати, и какая-то здесь магическая ситуация. Тут без семерки, без магии, как говорится, не обошлось. Так. Здесь еще такая информация, какая-то сущь. Что-то хочет ухватить. Как отобрать часть. Она на какой-то женщине. Да. Тут как женщина о двух головах. Боже, что это за мистика? Угу. Она прячет что-то в прическе. Так. У нее одно лицо показывает как одну сторону ее, а второе лицо другую сторону. Вот как-то так. Она двумя лицами может быть. Она что-то собирает себе на стол мага. Может, это показывает просто женщину, которая собирается заниматься магией. Вот, может, это вы. И вот, и вам показывают это. Два лица. Почему два лица у вас? И два равнозначных. Тут как две сестры, но одно тело. О боже, смотрите, информация какая идет. Здесь женщина, которая собирается заниматься магией, она будет заниматься сейчас на... Ей как будто бы помогает, вы это, или же показывают, не знаю, знакомую вашу, кто его знает. Вот. Этой женщине помогает ее вторая суть, которая как энергетика с прошлой жизни, например, или же из будущего, хотя во Вселенной вообще времени нет, и здесь что будущее, что прошлое, оно все как-то параллельно проходит. Но тут вот как две личности, две головы, одна прическа. Огромная на двоих. Магия. Ну что ж, у вас получится собрать все. Еще тут идет такая информация, что вы уже, допустим, если вы хотите заниматься практической магией, то в вашей голове уже есть столько информации, которую необходимо тут же применять на практике. Вы применяете очень мало, собираете всю информацию эту на свой ритуальный стол и начинаете. Это только для тех, кто собрался заняться. Стол готов. В голове полно инфы. Тут просто огромная голова. Голова большая, можно и подумать, да? Хорошо. А дальше 4-12. Вот. Какая-то знаменательная дата. Так, здесь еще 4-12. Празднование Победы. Вот. Это какое-то глобальное празднование Победы, как на уровне города, страны. Так, хорошо, дай Боже. Чобиток открытый, как чайник, вот крышка чайника открыта, Но это чобиток. Короче, уже сапожки пекут, вернее, сапожки горят и кипят, чтобы побежать куда-то. Тут какая-то дорога уже... должна случиться. То есть на готове уже даже обувь и чемоданы не нужны.
Говорят о дороге какой-то все-таки. Опять вижу автомобиль. В тарелочке много какой-то информации, там, где автомобиль. Дальше 8 или бесконечность. Вот тут как гоночный автомобиль, и вот вы, либо кто это в виде гонщика гоняете бесконечно. Ну, преград на вашем пути не вижу, но почему-то показали гонщика. А гонщик, ну, какая-то все-таки предосторожность должна быть. Так, праздник, бантики тут, ну, как, может быть, не знаю, Святого Николая, да, будет праздник скоро. Ну, относительно все скоро, да, но в любом случае, сколько там осталось до Нового года и до Рождества, тем более. Может, у кого-то другой какой-то праздник. Город вижу, город такой развитый, и в этом городе есть человек, который вас ждет, чтобы взять на руки. Мужчина женщину хочет взять на руки. Или же, если вы женщина, то вы ждете. Ой. Так, если вы мужчина, то вас ждет женщина, которую вы возьмете на руки. Потому что там ждет мужчина. Ждет человек. Но мужчина берет женщину на руки. Вас ждут, короче. Говорят, не вы ждете, а вас ждут. Кем бы вы ни были. Есть такой город. Какой город? Ну, не знаю, какой город. У нас тут столько смотрит людей. Даже больше, чем подписаны. Сейчас скажу, буду описывать город. Город холмистый. Может быть. Или же город какой-то многоярусный такой. Есть в этом городе в центре часы. Вот. Ну, понятно, что не в одном Лондоне есть часы, да, в центре города. Так, эти часы, ну вот тоже квадратное здание такое, да, ну, как угловатое здание и часы наверху. Он живет не в центре, не на окраине, вот как-то посреди города. Или там находится этот человек. Как еще назвать этот город? Город, который встретит вас хлебом, солью. Так. Город, в котором вы увидите какие-то цели свои, перспективы, далекие перспективы. И также и отдых. Город отдыха и целей. Боже, какой прекрасный город. Очень интересно, хорошо, пускай будет, да будет так. Ну, я много не хочу сейчас эту чашечку мучить. Хочу такие основные просто выписать. Давайте то, что касается непосредственно вас. У вас идет рост. Тут лестничка вверх идет. Эта лестничка вверх подкреплена тем, что кто-то уже вот подобной дорогой шел, и очень сложно шел. У вас же свой путь, он как будто идет рядышком, параллельно, не по следам того человека, но вот как рядышком. И вы, выкладывая свой путь, все-таки опирались на то, какие ошибки делал этот человек. Потому что тот прям полз когтями землю вот так вот разрывая, чтобы подняться вверх. Так. Этот двухколесный, как этот тротинет, почему-то показывают. Тут говорят, что осторожнее на самокате. Детям в основном осторожнее на самокате. Нужно смотреть. Так, хорошо. Далее. Готовьте ложку большую, вам будет Вселенная давать какой-то очень большой кусок пирога или как каши какой-то. Тут именно ковш. Приготовьте ковш целый, чтобы насыпать. Вам Вселенная дает подарок.
Так, это уже в будущее идет. Веселое настроение, прекрасные эмоции вас ждут. Прям захлестывать будет. Так, ну близится праздник, возможно, с этим связано тоже. Какую-то часть дороги вы хорошо распланировали. Это приблизительно 2 месяца. Вы распланировали, и у вас удачно все идет. Планируйте тоже следующее время, чтобы никаких казусов, никаких нюансов, чтобы вы как-то хотя бы понимали, как, ну, как двигаться дальше. Единичка. 1 числа кто-то пишет сообщение в какую-то госструктуру. Она находится в столице города, в столице страны, господи, в городе столица, да, столица. Так, дальше вижу пальму и остров, или же это пальмы, какой-то пальмы на острове, береговая линия, ну кто-то отдыхать, видимо, поедет среди зимы. Почему нет? Если заслужил человек, надо отдохнуть. Так, тут интересно. Вы тут не сами, здесь еще какие-то люди, которые вас поддерживают в вашей радости. Тоже хорошо. Так, мои дорогие, я думаю, что все. 11 минут нам достаточно, чтобы посмотреть, что там будет. Подкрепить немножечко Таро хотелось бы. Так. Нет, я не хочу Таро сейчас брать, я хочу вот эти карты. Так, посмотрим, что там за... Давайте с конца начнем. Отдых, да? Что там за отдых такой? С кем отдых? Так. Смотрите, вы с каким-то молодым человеком поедете. Если вы мужчина, вы заслужили пару, с парой поехать. Возможно, с другом. Кто его знает, друг это или подруга. Тут 2 человека отдыхают в каком-то безлюдном месте, закрытым от всего лишнего глаза. Отдыхают вместе. Заслуженно. Так, что мы еще там видели? 4, 12. 4, 12, наконец-то праздник. Ого-го. Вау, какой огромный глобальный праздник вас ждет 4, 12. Может быть, он нас всех ждет, этот праздник. Так, будет сообщение, какой-то призыв даже, да, о том, что вы выиграли. Ну, в чем-то вы выиграли. Так, давайте посмотрим, какая дорога такая вас уже ждет. Ждет, не дождется, сапожки ждут. Куда дорога? Дорога, которую вы отрезали, но вас там ждут. Это верный какой-то путь. Путь, где верный человек вас ждет. Туда дорога. Оттуда будет сообщение, и вы... Ну, это что-то кармическое, может быть, род, семья. Вам что-то ценное хотят сказать, отдать. Что-то тайное. Так, что еще у нас тут идет? Ну, давайте теперь посмотрим. Вот, женщина, которая магию решила. Она не то, что решила вот сейчас и здесь, она давно об этом думала. Да, у нее уже голова больше, чем... Мозг больше, чем лицо. Раз в 100. То есть информации получено много. Теперь нужно применять на практике. Что это у нас такое рассказывает? Боже, что у меня тут эти карты попрыгали. Вот, смотрите, информации много. Почему-то вам не дает возможность что-то начать. Вот на столе какой-то безлад, крысы. Что там делают эти крысы? Вам необходимо ваш ритуальный стол привести в порядок. Так. Вот они, знания. Если это не магия, если вы не заниматься практикой никакой не хотите, здесь знания, которые необходимо применить на практике. Любые знания. Вот что вы там учили, применяйте на практике. Все. Что вам делать? Что вам делать? Двигаться, начинать. Первый день, вот сегодня, как говорится, начало. И тогда у вас все пойдет.
Будьте более гибкой и хитрой в этой ситуации относительно каких-то препятствий. Действуйте. Все будет хорошо. Эта карта говорит о том, что действительно будет все прекрасно, потому что к вам сразу будут приходить какие-то правильные люди, правильные возможности, связи и так далее. Все будете держать под контролем. И у вас рождаться идеи будут одна за одной. Вы очень мудрый и интересный человек. И поэтому вам необходимо вот то, что вы знаете, начинать как практиковать, да, чтобы вы не застаивались в развитии. Вам необходимо это развитие. А зачем нам развитие? Прежде всего, чтобы узнать какую-то сторону себя и дать миру что-то в итоге. Ну, цифра 7 у нас шла тоже там. 7-я карта и вышла. Так, давайте посмотрим, какие дороги вас ждут. Какие дороги вас ждут. Так, что это у нас такое? Сомнительная какая-то путешествие, но смотрите, как оно хорошо заканчивается. Есть дорога, на которой вы запутались. Думаете, что вы уже не выйдете с этого бездорожья и куда-то в лес забрели с основной трассы. Нет, она выведет вас, все-таки эта дорожка на правильную, ну, на правильную колею, на правильную дорогу, вот, какая-то тропинка, и вы действительно придете к своей стабильности. Что-то, что важное загадали, оно сбудется. Для кого-то это семья, для кого-то дом, для кого-то переезд, для кого-то еще что-то более глобальное, это будет сбываться. Поэтому знайте, что пока что вы не видите правильной дорожки, вы не видите, возможно, фонари там, да, вот когда идешь по дороге, выключается свет, нам-то это знакомо, да, и вот вы как запутались, вы не знаете, куда идти, вас выведут. Настанет день в вашей жизни. Это не так далеко, такая дата. И вы сможете выбраться на правильную дорогу. Все будет замечательно. Все замечательно. Вот, тут еще и как выбор будете делать уже при свете белого дня, а не ночью. То есть у вас будет на руках вся информация, чтобы правильно выбрать свой путь, правильно выбрать решение, правильно принять решение. Так, мои дорогие, я вам очень благодарна за то, что вы составили мне такую замечательную компанию. Ваша энергетика просто шикарна. Я благодарю вас за ваши пальчики вверх, да, за то, что комментируете видео, за то, что пишете такие прекрасные слова, за то, что в ваших жизнях происходят замечательные перемены. Я жду вас на следующих видео. Благодарю также тех, кто финансово помогает моей работе. Милые мои дорогие люди, спасибо вам огромное. Я вижу, что работа моя нужна, и для вас я буду работать долго, да, с радостью. И еще хочу, чтобы Вселенная таких людей благодарила в разы больше, чем вот вы даже приносите сюда. Всего доброго. Пока-пока.